Эмма Харрис устроилась на узком сиденье у прохода, усталость тяжелым грузом давила на веки. Вокруг пассажиры обживали свои места, кто-то листал журнал, мальчишка дергал ногой в такт музыки, мужчина нервно барабанил пальцами по столику. Для всех она выглядела как обычная путешественница, летящая в Чикаго после долгого дня. Но в ее памяти жили не перелеты туриста, а годы военной службы, бесконечные часы в кабине, где ошибка стоила жизни. Самолет поднялся в небо, кабина погрузилась в привычное жужжание. Казалось, все шло спокойно, но первые сбои в приборах уловили капитан Джон Миллер и второй пилот Эрик Ли. Одно предупреждение сменилось другим, автопилот дрогнул, системы начали выдавать противоречивые сигналы. Пассажиры еще ничего не замечали, но Эмма почувствовала легкий крен и изменилась в лице. Опыт подсказал ей, что-то пошло не так. Когда лайнер затрясло, а из потолка вывалились кислородные маски, паника захлестнула салон. Эмма поднялась. В этот момент она перестала быть просто пассажиром. В кабине царил хаос, приборы отключались один за другим, самолет терял устойчивость. Миллер и Ли боролись за контроль, но их усилий было мало. В дверь постучали, и в кабину вошла Эмма. Ее спокойствие и уверенность в голосе заставили пилотов довериться. Она предложила перевести управление полностью в ручной режим, отключив неисправные системы. Секунды тянулись вечностью. Эмма отдавалась работе целиком, замечала малейшее колебание, улавливала каждый звук двигателя, быстро просчитывала решения. Миллер следовал ее инструкциям, Ли контролировал остаток топлива. Трио действовало как единый организм. Сквозь тучи наконец показался город. Полоса аэропорта стала целью, единственной и решающей. Эмма уверенно вела лайнер к земле, и, несмотря на дрожь корпуса и отчаянные сигналы приборов, самолет мягко коснулся шасси асфальта. Когда лайнер остановился, салон взорвался аплодисментами и криками облегчения. Пассажиры благодарили пилотов, даже не подозревая, что рядом с ними сидела та, кто спас их жизни. Эмма вернулась на свое место так, словно ничего не произошло. Для остальных она осталась незаметной. Для пилотов стала героем. Но для себя просто человеком, сделавшим то, что было необходимо. И этого было достаточно. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.